Продолжаю листать этот большой скетчбук. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Открываю разворот, на котором остановилась. Слева предварительные наброски к этой маленькой работе. Карандашный, композиционный, на тон в черно-белом и цветные. Серый на зеленом немного теплеет. Да, вот и пейзаж формата А4, небо и вода, домиком бар посередине. Своими глазами видела подобные места и думала, как же такое может быть? Тишина и спокойствие. А это те наброски, которые предшествовали пейзажу. Лампа на окне, цветовая и тоновая подготовка. Меня привлекает ночное освещение. Не раз писала на пленэре на улице ночью. Для этого нужна специальная переносная лампа, чтобы освещать краски и работу. Справа небольшие копии, слева наброски и эскизы к моим работам. Можно увидеть эти прямоугольники, поиск композиции и цветового решения. Много думала. Я придумываю параллельно и в голове, и на бумаге. Но то, что выплескивается на бумагу, часто не соответствует первоначальным планам. Приходится думать дальше, именно руками что-то делая, и тогда будет результат. А это я сразу поймала, как будет вот эта работа. Иногда достаточно минуты с материалом в руках, чтобы собрать мысли в голове воедино и приступить к работе. К этой работе пара тоновых набросков двигала стол выше, ниже в композиции и цветовой набросок. Справа портреты по фотографиям, слева эскизы к работам. Тоновой набросок для этой работы – ивы над водой. Гуашевый тоновой набросок к этой работе зеленой. Очень бы хотелось пописать фигуру в среде, на пленэре. Остается только брать фотографии, подобное рисовать. Справа портреты, слева эскизы. Фантазийный натюрморт синим по розовому. Курочки на сближенных по цвету и тону. Есть материал по работе с фотореференсами, подготовка к нему. Та же история, несколько портретов. Рисовать разные возраста полезно. Слева эскизы. Писала по фотографии. Это тоже по фотографии, осеннее настроение с тыквами. Лебеди, вот эскизы к ним. Справа пушистые собаки, слева эскизы к моим работам. Европейский сюжет с окном и кафе на улице. Нижним слоем лежит холодный красный. Лодочка на озере, внизу охра, наверху серый и жженая сиена. Аквариумные рыбки, вот эскизы к этой работе. 4 маленькие пейзажные композиции, слева эскизы. Готовилась подробно писать этот пейзаж, мне он нравится. На эту тему я часто рисую спящие дети с домашними животными. К этому листу я готовилась, то снимала процесс, так и не смонтировала. Есть вещи, которые не получились, вот это одна из них. Слева вверху я сравнивала зеленые, которые необходимы в работе. Из всех зеленых самый красивый зеленый был Winsor Green фирмы Winsor & Newton. Но с тем количеством краски, которое уходит у меня для живописи, не напасешься. Я купила один раз его, насладилась и пользуюсь тем, что есть. Пожалуйста, поддержите мой канал комментарием. Спасибо. Слева наброски и эскизы, справа маленькие собачки.
Красные рыбки на красном фоне, наброски композиции, наброски рыбок по фотографиям, выбирала ракурсы, этюды тоновой, цветовой предварительные и выбор красного для работы. Взялась рисовать детские руки, и чтобы не было скучно, рисовала вместе с другими фрагментами фотографий, такими как лица, силуэты детей, руки в контексте, так это можно назвать. Эту купальщицу я рисовала к одному конкурсу. Это тоже к конкурсу. Выиграл журнал, он называется «Просто пастель» в дигитальном формате. К этой работе было много собрано материала, эскизов, продумана концепция. За все последнее время это самая трудоемкая моя работа и, пожалуй, самая любимая. Этот разворот начну с показа набросков с собаками и руками «Дети и звери». Устроила себе 3 недели рисования детских рук. Слева самая смешная работа в этом скетчбуке. Пес и кот гоняются за игрушкой. В своем порыве догнать слились в единое пятно, только глаза и видно. Специально оставила лапы таким образом, чтобы сложно было разобрать, где чьи. Справа пейзаж по оранжевому, писала лессировками, чтобы слои просвечивались. Еще руки и звери. Справа вверху осенний сюжет, внизу летний зной. Когда жарко, на речку бы и в лодочку, только без комаров, пожалуйста. У меня долго лежала эта работа незаконченная, а потом пару мазков по лодке и закончила. И нагреть. Детишки, точнее их руки. Девочка левый набросок, силуэт руки может быть как темным на светлом, так и светлым на темном. Здесь все не очень, спешу перелистнуть. Непроходящая любовь к оранжевому красному. Эти вещи по кадрам из фильмов, осенний сюжет вверху справа, пейзажи, все уходит вдаль, в нейтральном направлении, как и требуют правила воздушной перспективы. Камни нарочно с красным для увеличения напряжения. Голые деревья, торчащие как пальцы рук, тоже для этого. Дети и звери, крепкие объятия. У меня, конечно, путаница со стилями, но мне так нравится идти на поводу у своего настроения. Здесь тоже дети и звери. Пару работ на тему воды. Маленькие купальщицы в воде, но я думаю, похожи на подростков Адаму и Еву среди падающих лепестков яблони. А вы что думаете? Внизу справа писала воду и девушку с ее волосами для акцента в работе. Дети и домашние животные. Оранжевые пятнышки на шерсти животных мне напоминают яичницу-глазунью. Немного неуклюже, не очень много времени продумывала каждую такую вещь, рисовала сразу с фотографии. Конечно, стилизация требует ежедневного вклада времени, а не так. Увидела фотографию, нарисовала. С этой стороны у меня купальщица, справа внизу незаконченная купальщица. Помимо законченных работ, которыми хочется делиться, здесь еще есть эскизы, промежуточные работы. Правая сверху интересная работа. Начала намечать мальчика и собаку красным карандашом, такими каракулями-штрихами, и поняла, что не хочу сверху записывать, оставила их в таком состоянии. На этом этапе оставила работу. Решила, что вот достаточно, больше не надо. Иногда случаются неожиданные вещи, которые я не планировала. Работа снизу, женщины на лодке, тоже на тему воды и отражения. И несколько набросков на тему объятий.
Заканчивая вторую часть этого большого скетчбука, будет продолжение. Прошу вас, оставьте комментарий, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо. До встречи на моем канале.